Всем привет из Германии! Сегодня мы путешествуем в веселой и дружной компании. Нас трое взрослых людей и с нами еще двое малышей. А едем мы сегодня автобусом и не куда-нибудь, а в город Геттинген. Ехали, пока не поняли через полчаса примерно, что мы вроде бы как уже и назад едем. Обратились к водителю автобуса, он сказал: да, автобус на Геттинген не идет. Скорее всего, мы сели не на тот маршрут. И пообещал высадить нас в том месте, где будет остановка, от которой отправляется автобус именно на Геттинген. Мы дошли до этой остановки, посмотрели расписание, автобус будет через час. Ждать мы не захотели и отправились пешком до следующей деревеньки, до следующей остановки. И посмотрите, какую красоту мы увидели сразу. Издалека, если бы это была весна, мы бы подумали, что это крокусы. Вот они очень по форме и по цвету напоминают именно эти первые цветы. Нежно-розовые, нежно-фиолетовые. И их так много. Вот одна маленькая полянка, но цветов было очень много. Вот кто знает, что это за цветы, скажите нам. Шли и увидели людей, поздоровались. Это оказались поляки, которые уже давно живут в Германии. Мы объяснили им, что нам надо дойти до следующей деревни, но вдоль трассы идти не хочется. И они сказали: мы вам сейчас покажем дорогу через лес. Вот написано Waldweg, лесная дорога. И нам оказалось по пути. Мы шли чудесным, прекрасным зеленым лесом, пели птицы, мы разговаривали на польском, на украинском, на немецком, на английских языках, кто какой язык знал, и прекрасно друг друга поняли. Мы дошли до развилки, мы повернули направо на асфальтированную дорогу, они налево, сказали им спасибо и пошли вот до деревеньки, которая впереди. Вот отсюда мы и должны были уехать автобусом. Шли мы и любовались красивыми пейзажами, полями, лесами, холмами. До Геттингена мы доехали, вот уже идем по улицам города, переходим мост через реку. Вообще во многих городах Германии через города протекают реки, они как-то освежают и дополняют общий вид города. А шли мы на главную площадь Геттингена, где находится старая ратуша. Здание этой ратуши было построено в 1369 году. Мы уже были в Геттингене не один раз, и в здании ратуши мы были, но, оказавшись на этой красивой площади, на этом месте, невозможно пройти мимо, поэтому мы еще раз поднимаемся в здание ратуши и любуемся интерьером этого здания. Вот оно начато было строительство в 1369 году, а закончилось строительство в 1444 году. До 1978 года это была ратуша, а сейчас здесь располагается туристический офис. И вот открываются двери, и мы вновь оказываемся в этом прекрасном помещении. Мы здесь одни, в полном молчании, тишине. Даже дети тихо ходили, смотрели на эту красоту. Красивые стены. По контуру всех стен мы видим гербы членов Ганзейского союза. Расписные потолки такие красивые, балки старинные, картины на стенах. В общем, ходили с замиранием сердца и любовались. И при всем том, что я уже все это видела, но все равно, как вот в первый раз видишь эту красоту. Вот видим красивую лестницу. Сегодня здесь открыта и вторая дверь. Когда мы были первый раз, было холодно, двери были закрыты, а сейчас открыты. Все желающие могут сюда прийти, полюбоваться и насладиться этой историей, этой красотой. Вот рядом с ратушей, вот перед самой ратушей, находится знаменитый фонтан. Его по-разному называют. И фонтан «Гусиная девушка», и фонтан девушки Лизы.
А все потому, что это считается самая поцелованная девушка в мире. В Геттингене есть такая традиция. Студенты, которые получают степень доктора, докторскую степень, приходят сюда и посылают ей воздушный поцелуй, и в решетке оставляют обязательно букет с цветами. А мы подошли уже к старейшей церкви Геттингена, к церкви святого Иоанна. Она находится прямо вот сразу за зданием ратуши. Видим, что очень высокие башни у этой церкви. И вот именно высокие башни церкви святого Иоанна и считаются одним из символов города. Мы видим, что это такое здание массивное, в готическом стиле. Это здание из песчаника и было возведено в XIV веке. А раньше на этом месте была построена старая церковь в романском стиле, и относится она к XII веку. Но вот потом на месте построили вот эту красивую церковь. В 1896 году интерьер церкви обновили в неоготическом стиле. В середине XX века в западном нефе был установлен большой орган работы Пауля Отто. Само здание церкви просторное, светлое. Вот интерьер вроде простой, но очень красивый. Здесь видим витражи, светлые, чистые. Есть и просто окна, высокие, узкие, картины. Вот видим распятие Христа. И очень красивые сводчатые потолки. Вот. В Геттингене мы еще много ходили по улицам, любовались и таким же маршрутом, автобусом вернулись домой.